Всем привет, с вами я Таня. Сегодня мы вместе будем готовить домашние сосиски в тесте. Магазинные варианты мы не признаем, поэтому готовим дома очень вкусные сосиски в мягком и воздушном тесте. Конечно, у всех рецепты теста разные. Кто-то любит делать на молоке, кто-то со сливочным маслом, кто-то любит добавлять яйцо. Я хочу поделиться своим любимым и самым простым вариантом теста без яиц и молочных продуктов. Готовится оно очень быстро, очень простой замес, процесс приготовления. Также тесто получается очень бюджетным, в нем нет никаких дорогостоящих продуктов, буквально все найдется у вас дома. И также я хочу сказать, что такое тесто является универсальным, его можно использовать и для пирожков, и для каких-то булочек, просто регулируя, например, количество сахара. Тесто очень вкусное, воздушное и пушистое, я вам это гарантирую. Конечно, при желании вы можете заменить воду молоком, кефиром, либо каким-то другим молочным продуктом. В миску выливаем тепленькую воду. Дрожжи любят тепло, поэтому вода должна быть теплой, но ни в коем случае не горячей. Добавляем 1 столовую ложку сахара и чайную ложечку сухих дрожжей. Вместо сухих дрожжей можно использовать обычные прессованные дрожжи, их понадобится в 3 раза больше. То есть не 5 грамм, а 15 грамм. Ну и все действия точно такие же будут. Слегка перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. И теперь подсеиваем муку до консистенции оладушек, примерно 150 грамм. Вот такая консистенция должна получиться. Если в активности своих дрожжей вы не уверены, тогда лучше на этом этапе прикрыть тесто пищевой пленкой и оставить на минут 15 в теплом месте. Оно должно начать пузыриться и покрываться шапочкой, то есть дрожжи активируются и начнут поднимать тесто. Я в своих дрожжах уверена, вот они уже начали пузыриться, поэтому этот этап я пропущу. Ну и, конечно, если шапочкой тесто не покроется, то тогда дрожжи не активны и уже тесто не получится, нужно покупать новые дрожжи. Добавляем в тесто чайную ложечку соли, 40 грамм растительного масла. Его тоже по желанию можно, конечно же, заменить на растопленное сливочное масло. Слегка перемешиваем. Теперь подсеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала я перемешиваю ложкой, а потом уже рукой. Конечно, лучше тесто оставить более таким мягким, я бы даже сказала липким, чтобы в итоге наши сосиски в тесте были очень мягкими и воздушными. В целом на замес у меня обычно уходит 400 грамм муки. Тесто совсем не сложное, вот замешивается буквально за пару минут. Его не нужно прям там вымешивать по 20 минут, оно такое неприхотливое и скороспелое, я бы сказала, очень хорошо подходит. Все-таки в тесте нету никакой сдобы. Классное тесто. Вот на такой стадии, когда уже тесто хорошо держится комочком, и не расплывается, я уже муку больше не добавляю. Сейчас его нужно немного вымесить, буквально минутки 4-5. Вот я прямо в миске вот так вымешиваю, чтобы оно просто стало более однородным. Вот минут 5 буквально я его покатала по мисочке, оно уже стало такое более гладенькое и однородное. Сейчас на руку немножко наливаем растительного масла, чтобы просто удобнее было тесто собрать в комочек. И формируем шарик. Тесто вот такое очень приятное, мягенькое. Мисочку или кастрюльку тоже слегка смазываем маслом, чтобы было проще достать тесто. Вкладываем наше тесто. Накрываем крышкой либо полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте до увеличения в объеме в 2 раза. Если на кухне тепло, то тогда можно просто оставить на столе. В прохладное время года я разогреваю буквально минутку духовку, выключаю ее и помещаю туда тесто. Там становится тепло и тесто очень комфортно в таких условиях подходить. Ну и вообще, в принципе, тесто не сдобное, поэтому подходит оно очень быстро. Тесто наше замечательно подошло, вот какое большое и красивое. По сути, минут 40, час будет вполне достаточно. У меня оно постояло немножко дольше, поэтому вообще вон какое пушистенькое стало. Сейчас перекладываем его на стол. Тесто нужно обмять, чтобы наши сосиски, точнее тесто, было мелкопористым. Так, просто краешки собираем и складываем. Стараюсь выжимать воздух. Снова получился колобочек. Прикрываем тесто миской и оставляем на минут 15 отдохнуть, чтобы при формовке тесто не сопротивлялось. Безусловно, в сосисках в тесте главное не только тесто, но и хорошие качественные сосиски.
Конечно же, выбирайте самые вкусные, которые вы любите. Мне очень нравятся вот такие сосиски от белорусской торговой марки Гана. Я бы даже сказала, что они больше детские, что ли. Называются бонзай. Очень такие нежные и вкусные. Вообще ассортимент продукции Гана очень большой. Я оставлю ссылочку в описании под видео. Можете зайти и ознакомиться. Предварительно сосиски никак обрабатывать не нужно, они должны быть сырыми. Если у вас будет время, просто достаньте их немножко заранее из холодильника, чтобы они чуточку согрелись и тесту не было от них холодно. Но все-таки оно дрожжевое и любит тепло. Но если не успеете, то ничего страшного. По желанию хвостики можно пообрезать, чтобы когда сосисочка будет выглядывать из-под теста, был краешек более аккуратный. Ну, конечно, это совсем не обязательно. На вкус это не повлияет. На самом деле вкусно. Тесто отдохнуло. О, снова большое стало. И сейчас будем формовать наши сосиски. Я покажу два вида формовки, хотя их очень-очень много. Но я покажу те, которыми я обычно пользуюсь. Тесто визуально делим на две равные части. Ну, такое мягенькое, такое приятное, прям обнять хочется. Одну часть теста откладываем в сторонку, чтобы не мешало. А вторую часть делим. Так, у нас приблизительно получится из этого теста 16 сосисок, вот таких вот небольших. Значит, у нас будет 8 одного вида и 8 другого. Это тесто делим на 8 частей, так, на глазок. И каждую часть скатываем в шарик. Слишком ровными их делать не обязательно, это просто для удобства. В необходимости подпыляйте стол мукой, если будет прилипать. Но оно такое вот прилипающее, но тесто не остается на руках. Ну, то есть такое мягенькое очень. Можно пока прикрыть полотенчиком, чтобы не заветривалось. Эту часть слегка присыпаем мукой и раскатываем продолговатый пласт. Когда тесто полежит, в нем расслабляется клейковина в муке, и оно уже не сопротивляется. Оно такое вот податливое, его можно растягивать в любую сторону, оно не будет обратно съезжаться. Замеры я никогда не делаю, так всегда на глазок, чтобы была просто длинная такая полоска, которую можно разделить на несколько еще полосок, приблизительно шириной там сантиметра полтора. Когда уже практически раскатаю, я вот так еще чуть-чуть припыляю и переворачиваю, чтобы при нарезке потом ничего не прилипло, и когда будем матывать на сосиску, не вытягивалось тесто и не становилось слишком тонким. Примерно так должно быть. И теперь нарезаем на 8 полосок. Теперь берем сосиску, один краешек, и вот так сперва переплетаем, чтобы они как бы схватились между собой. А потом, не натягивая тесто, просто вот так заворачиваем, чтобы краешек заходил на тесто. Вот такая сосисочка получается. И перекладываем на пергамент. Конечно, можно вот начинать как бы с края, чтобы сосиска не торчала, но мне нравится, когда немножко она видна. Ну, тут уж по своему усмотрению. И теперь второй вид формовки. Вот каждый такой шарик, вот он полежал, тесто уже снова сейчас хорошо будет растягиваться. Из каждого вот такого шарика нужно сделать жгутик. Сначала это удобнее делать вот так на весу, ну немножко так тесто подтянуть. А потом уже можно раскатать более-менее такой равномерный жгутик на столе. Ну, вот так растягивая. Теперь берем сосиску и вот практически таким же образом вот сначала скрепляем тесто вот так, ну, чтобы оно внахлёст шло. А сейчас, не заходя на тесто, просто вот так вот проматываем весь жгутик вокруг сосиски, чтобы тесто лежало свободно, так как оно еще будет подниматься, ну, и все пространство как бы заполнится. Они просто впритык идут.
Накрываем наши сосисочки чистым полотенцем, либо каким-нибудь пакетиком. Главное, чтобы не было натяжения. Ну, чтобы сосискам было куда расти. Точнее, тесту. И оставляем на расстойку еще на минут 20. 20 минут прошло, и сосиски немножко подросли. Ну, тесто в смысле. Я уже включила разогреваться духовку на 200 градусов. Сейчас можно сосиски по желанию смазать яйцом. Можно смазывать полностью всем яйцом, можно только желточком, либо желток смешать с молоком. О, какое яйцо прикольное попалось, крупненькое. Я сегодня буду смазывать только желтком. Ну, добавлю еще столовую ложку молока. И по желанию можно присыпать кунжутом. Отправляем сосиски в духовку, разогретую до 200 градусов, ориентировочно на 20 минут до золотистого цвета. Вот такая красота у нас получилась. У меня сосиски выпекаются ровно 20 минут. Ну вот получается вот этот первый способ формовки, а это второй способ, там где жгутики. Здесь получается более рифленый край, что ли, получается. Ну хотя по сути они очень даже похожи. Так что делайте просто как вам удобнее. Я сегодня тоже попробовал, очень вкусно. Тесто мелкусенькое просто. Посмотрите, какое воздушненькое. Ни яиц, ни молока, ни сливочного масла. Супер. Очень вкусно. В общем, что-то дополнительно здесь говорить, я думаю, уже становится бессмысленным. Я думаю, вы и так поняли, что тесто здесь очень вкусное, мягкое, воздушное, нежное, пушистое. Когда вкусные сосиски, то получается просто бомба. Ну, в общем, такие сосисочки по-домашнему уютные и очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Я надеюсь, что вы также останетесь довольны. На сегодня у меня все. Благодарю за просмотр. Всем пока!